Jyotishagnanamartandam Arshavignanabhaskaram Sadachara Pravaktaram Krishnam Vande Jagadgurum. Srimad Bhagavati Gadha Rahasyardha Prakasakam Samsayonmulanachanam Krishnam Vande Jagadgurum. Om Asmadgurubhyo Namaha. So yesterday we were talking about the group prana. And at that point of development of the initiate, development from that point, right, where his vital impulses of man merge with one vital impulse, the group prana. I forgot. Oh, I'm sorry. Ага. Нормально? Слышно. И с этого момента начинает вырабатываться групповая прана, групповое сознание. The man lives in the planetary level via the planetary principles of his group. И человек начинает жить на планетарном уровне, то есть в соответствии с планетарными принципами этой группы. The guru controls all planetary behavior and reactions of the soul. И гуру контролирует поведение и реакции каждой души. So here we saw a few life incidents of some disciples and Master Ramakotaya, Dr. E.V.M. Acharya. Мы приводили примеры вот про мастера Рамакотая и про мастера E.V.M. Acharya, как они заботились о членах группы, понимая, что им предстоят какие-то испытания. Here I want to mention a few points about Master CVV and his plenty of prana. И сейчас я хочу немножко поговорить про мастера CVV и про его поток праны. So, как у нас звучит вот тут? There is this healing prayer. Позволь нам принять поток твоей изобильной праны. Про его изобильную прану. So this sentence, I will read that sentence again. Yeah. All the vital impulses of man merge in one vital impulse, the group prana of the soul level. То есть все витальные импульсы членов группы, они поглощаются единой витальной энергией праной. So Master CVV, due to his evolution and his receiving high energy, formed certain channels. Master CVV. И мастер CVV, благодаря своей эволюции, который достиг очень высокого уровня своей эволюции, он сформировал несколько каналов. So, for example, Master CVV received a spark of a certain light. Например, мастер CVV, он получил какой-то там искру света. In his heart center. В свой сердечный центр. And he used it to form channels. И он использовал эту искру света для того, чтобы сформировать несколько каналов. For the speeding up the evolution of mankind. Для того, чтобы ускорить эволюцию человека. So when we utter the prayer, Master, please let us receive the influx of thy plenty of prana. Когда мы говорим, что вот в своих утренних молитвах, Мастер, позволь нам принять поток твоей изобильной праны into our systems, в наши системы,
that we may resist disease, decay and death. Чтобы мы могли противостоять болезни, упадку и смерти. And serve humanity according to thy plan. И служить человечеству в соответствии с твоим планом. So when we say thy plenty of prana, когда мы говорим поток твоей изобильной праны, so this is that group prana that is being talked about here. So Master established a pool of that plenty of prana. И это говорит как раз, это мы призываем как раз к тому самому групповому каналу праны, который он распределил между своими учениками. So from that pool he would transfer it to the needed people. He would distribute to the needed people in prayer. И из этого источника, который он вот на группу проливает, каждый берет в соответствии с все это распространяется среди учеников в соответствии с их нуждами, необходимостью. So when people sat down in prayer with him, they would be healed. И поэтому люди, которые находятся вот в этом поле, молясь, как мы утром молимся, они будут исцеляться. So Master VPS, Мастер VPS, Veturi Prabhakara Sastri, Veturi, Master VPS, Yes. Veturi Prabhakara Sastri. Мне не произнести это имя. Вентули, Veturi Вентури, Prabhakara Прабхакара, Sastri. Шастри, VPS. Вентури, Прабхакара, That is the name of Састри, это VPS, мастер VPS, а это его полное имя. Yeah, Veturi. Потому что, вы будете смеяться, у CVV тоже есть полное имя, тоже малопроизносимое. Они почему-то вот и Икея, и Кирала Кришнамачарья, но это уже мы знаем. Витури, Прабхакара, Састри. Yeah. Это мастер VPS. Yeah, Master VPS. Master VPS. Maybe you will write also the name of Master CVV. Venkaya Swami, I will write it tomorrow. Okay. I need to read it myself. Okay. It's Venkaya Даже Swami. Рави должен напомнить себе, как его звали. That Я говорю, может, ты C is CVV his тоже surname. напишешь? C is his surname. Venkaya Swami is his name. That C, I think it is, I need to check that. Okay. So, something starting with K, in fact. C, read as K. You can just Google it, you will find it. Yes, okay. Okay. So when Master VPS went to see Master CVV, И когда мастер VPS пришел к мастеру CVV, he was very sick. Он был очень болен. And he had no hope of recovery, whatever. И не надеялся уже выздороветь. So by the time he reached Master CVV, everybody had given up on his health, that it cannot be cured. Master VPS. Нет. Он пытался вылечиться до этого, и, в общем, болезнь у него была неизлечимая. But the moment he went and he saw Master CVV and he sat down in prayer, his health became normal. Но когда он пришел в холл, где была медитация с мастером CVV, он неожиданно поправился. So that Master VPS could receive that pranic healing, right? That healing power of Master CVV. То есть мастер VPS вылечился благодаря вот этой вот целебной силе, этой целительной праны, которая распространялась мастером CVV. So then now Master VPS became an initiate. He himself
could connect with that plenty of prana pool, and he became a healer. Более того, то не только исцелился, но и также получил свою часть вот этой целительной праны для того, чтобы стать самому целителем и исцелять людей. So, when Kotta Ramakotaya, и когда Рамакотая is a disciple of Master VPS. Раматкотая, который был учеником мастера VPS. So he had a very severe ulcer. У него тоже была очень сильная язва желудка. So he was advised not to eat chili. И ему посоветовали, чтобы он не ел перец чили. Forget chili, he could not eat anything normally also. И не только чили, но и нормальную еду он вообще не мог есть, потому что все болело. So he went to Master VPS. И вот он пришел к мастеру VPS. He could not even take plain rice and simple things like bland things like buttermilk and plain rice. Ему плохо становилось даже от обычного риса с баттермилком. So when he came to Master VPS, когда он пришел к мастеру VPS, Master VPS said, "What do you like the most?" Мастер VPS спросил, что какая твоя самая любимая еда? He said, "I like that chili powder and that mango pickle which they make. It is very spicy." Something like that. Но на Ayurvedic approach. Окей. Он говорит, мне очень нравится порошок перца чили, и я люблю, короче, из незрелого манго пиклс. Это вот зверская штука, которая стоит на столе у наших хозяев. С каждой едой, красная такая, страшная такая, которая ужас какая острая, ужас какая кислая, даже для здорового желудка. So Ramakotaya thought, anyway I am going to die with this disease, so I will eat chili and then die. He likes so much. He liked, yes. That he can eat and die. Because he said, Master VPS said, yes. You eat that chili, it's okay. Окей. Sorry. И мастер VPS говорит, на тебе вот твой пикл, скушай. А Рамакота говорит, если я это съем, я же умру. He said, you go and have rice and chili. Он говорит, давай. Yes. Then Ramakotaya thought, I am going to surely die if I eat that chili. So anyway I am going to die, so I better eat this chili and die. Рамакота решил так. Ну ладно, все равно я, наверное, умру уже от этой язвы своей. Лучше уж хотя бы, умереть так с песней. So then he had that. Съем и умру. So he had that rice and chili, and he slept most peacefully in that night. И он съел этот рис с этим порошком чили, из пиклс, с манго пиклс. Вот. И впервые за многие дни он спокойно спал без болей. His ulcer was totally healed. И полностью выздоровел. Who of them was treating diabetes with piece of sugar? Ramakotaya. So, да. Prabhakar Sastri Garu or Master VPS went to Master CVV as a patient. He also had some severe stomach problem. He was also advised to eat like that only, whatever he liked. Master CVV asked him to eat whatever he liked. But then Master VPS became a master. So similarly, Ramakotaya also became a healer. Да. Ну, в общем, эта эстафета продолжалась так вот передаваться, потому что мастер VPS пришел к мастеру CVV больной, как пациент, чтобы вылечиться, вылечился в раз и также получил целительную силу. И сам потом вылечил Рамакотаю таким же оригинальным способом, дав ему поесть перца чили. Вот. И тот вылечился и тоже получил целительскую силу, и сам потом лечил. И я вот это Рамакотая был с язвой, и ему дали пиклс с чили, да. Рамакотая пришел к VPS, и он тоже стал мастером. И я как раз тут вспомнила, я спросила Рави, а кто из них лечил куском сахара диабет? Это как раз Рамакотая. Он, когда к нему приходили диабетики, он давал им кусок сахара и говорил, съешь и получай удовольствие от жизни. И диабет проходил.
Что? Про что? К CVV пришел VPS. CVV самый крутой в Сампрадай. Варма. Он не был пациентом. Окей? Just a minute. Here, this photograph, this one. This, вот, ближе всего к этому. Вот. Рамакота. Седой с бородочкой. So he would just. А слева от него это Анантачарья, который дедушка. So he would just utter the name Master CVV and put Vibhuti. Lot of people would be healed. Huh? Ramakotaya? Yeah, Healer. He would just put Vibhuti, Master CVV Namaskaram. People would be healed. And also giving piece of sugar to diabetic. Yes. Значит, диабетик он лечил куском сахара, а всех остальных он лечил тем, что он в випхуте, вот как нам мастер по утрам делает и по вечерам, намазывает в випхуте. Он проводил в випхуте по лбу и говорил «Мастер CVV». И все, человек выздоровел. So that is all possible because the lineage of the gurus and the plenty of prana pool. So Master CVV, Master VPS, Kottaram Kotaya. So like that. Master EK got his energy from Master CVV directly. So now I will tell you one incident from my own sister's life. Okay. So вся эта целебная сила, все эти целительские способности, они передавались по линии ученической преемственности. То есть вся линия это была целители, вот, и поэтому вот они все становились целителями впоследствии. Я сказала еще мастер Икей, но мастер Икей он напрямую получил энергию от CVV. So this plenty of prana. И вот Рави нам хочет рассказать историю своей жизни про свою сестру. That plenty of prana pool is the pool from which the masters distribute energy to heal people. Вот это вот источник изобильной праны, про который мы говорим в своих молитвах, это тот самый источник, из которого мастер раздает эту прану по своим ученикам. The group prana. Групповая прана, это как раз источник групповой праны. Да. So his guru controls the planetary behavior and reactions of the soul. И его гуру контролирует. Just a minute, I will find the place. His guru controls. Just a minute. Not to confuse. Его гуру контролирует все планетарное поведение и реакции души. So his guru controls all the planetary behavior and reactions of the soul. Его гуру контролирует все планетарное поведение и реакции души. So let me give you a couple of examples from our own lives. Хочу дать вам примеры этого из наших собственных жизней. So once my sister had a fracture. Однажды моя сестра получила перелом. So she rushed to Dr. E.V.M. Acharya's clinic. Пришла к доктору Евимачарье, в клинику доктора Евимачарье. У кого-нибудь есть комаров? So then she could have gone to hospital, she could have done something, but only thing in her mind was go to Dr. E.V.M. Acharya. Она могла пойти в обычную больницу, естественно, да, но единственной мыслью у нее было именно прийти к мастеру ИВМ. So it was her wrist that was fractured. У нее был перелом запястья. So he held her hand like this. He held her hand like this. Ага, и он взял ее руку вот так. For a few minutes. Подержал ее несколько мгновений.
And then he said, go to the hospital, get the bandage. И сказал, For а fracture. теперь иди в больницу в обычную, и пусть они тебе наложат шину. She went to the hospital, got the bandage. И она пришла в больницу, чтобы ей наложили шину. So there was no pain. А болей у нее уже не было. So she experienced pain after the bandage was put. After few hours, after that she started experiencing the pain. But after he got her hand like this, the pain disappeared. Когда она получила перелом, у нее были боли, а когда он ее подержал за руку, у нее боли прошли. So that is an example for healing through the plenty of prana pool. И это был пример вот, целительства через источник изобильной праны, источник групповой изобильной праны. So the same sister, И та же самая моя сестра, she was diagnosed with leukemia. у нее диагностировали в какой-то момент лейкемию. In the year 1996. В 1997 году. So then we took some treatment, and then one day after one year we came to Dr. E.M. Acharya for treatment. И она получила обычное аллопатическое какое-то лечение. Через год пришла к мастеру ЭВМ. She was just recovering. Она уже выздоравливала. So she had severe asthma one night. It was a full moon night. Но у нее был астматический приступ во время полнолуния. When the doctors put oxygen, she could not respond to that oxygen also. То есть она была в больнице, у нее началось обострение, вот на полнолуние начался приступ астмы, и доктора ей давали кислород, пытались как-то прерывать этот приступ, у них ничего не получалось. So the doctor said, because she is having history of cancer and she is not able to respond to oxygen, there is very little chance that she will survive. И доктора тогда сказали, из-за того, что у нее в истории рак, и поэтому она не отвечает на вот это вот аллопатическое лечение с гормонами, in fact, they said that this lady will not survive. Just a minute. С кислородом. И сказали, что, скорее всего, нам не удастся ее спасти. So they gave up. They said, то есть они сдались. So that night, Dr. E.M. Acharya and Dr. Master Ananta Krishna, both of them came. И в ту ночь пришли вместе мастер ЭВМ и Ананта Кришна. My younger sister, who is a homeopathy doctor, was Моя младшая сестра была гомеопатическим доктором. They came. И она их позвала, видимо. Они пришли. Dr. E.M. Acharya gave some medicine. И доктор ЭВМ дал ей какие-то какой-то горошек, какие-то горошки. Master Ananta Krishna was just looking at her. А Ананта Кришна смотрел за ней, наблюдал за ней. And she was healed. И ей стало лучше. So the next morning, the doctor is surprised. И на следующий день, на следующее утро доктора очень удивились. How is this lady alive? Как это она жива? So it is an example for the sentence that is written here. Это как раз пример того, что здесь написано. His guru controls all the planetary behavior and reactions of the soul. Что гуру контролирует все планетарные реакции, все планетарное поведение и реакции души. Рави, why it is not just action of this wonderful homeopathic medicine? Why? It is because I know dozens of examples when normal doctors give up, then homeopathy
shows real mystery. Yes. It's Recovery. Yes, recovery. Yeah, and also doctors are very, very surprised why she is living till now. Yes. That is true. But in our sister's case, right, the allopathy doctors at the time of chemotherapy itself said that this lady has very less chance. Yeah, for sure. Yeah. Such examples I know. Yes. So it is not only homeopathy. So here cancer, Master himself has said cancer is not curable. It is only palliable and it can be postponed and things like that. Master Ike has said. No. I know cases. Окей. Баба Яга тут вмешалась. Я говорю, а почему это именно... I will translate our discussion, okay? And your reply. Okay? Possible? What? To translate what we are talking about, because they are listening as well. I didn't understand. Okay. I am just translating, okay? Okay. Я говорю, почему же это именно источник праны мастера, а не просто удивительное действие гомеопатического препарата? Потому что я тоже знаю десятки примеров, когда доктора отказываются, а гомеопатия помогает. Но Рави сказал, что это был очень сложный случай. Доктора отказались, сказали, что нет, почти невозможно вылечить. Но вот это пример действия мастеров. Ну ладно, каждый остался при своем мнении. So his guru controls all the planetary behavior. That means if there is death written. I know the answer. It is plenty of prana of Master Kahneman. That cases. Yes? We will talk about it bit later. Okay. But here the point I am trying to emphasize is the planetary behavior. Yes. So if there is death, end of life written for a particular person in the group. Все-таки возвращаясь к планетарному поведению, если у члена группы намечается смерть, so then the master can extend the life of the person. А мастер может увеличить продолжительность жизни этого человека. So that is the meaning of this, controls all the planetary behavior. Именно этот смысл в этих словах. Including что с этой точки зрения, сейчас секунду, что гуру контролирует все планетарное поведение и реакции души. So there are innumerable examples with all spiritual gurus in this. И у нас очень много примеров со всякими духовными гуру. Where we can pull out such things, and for each of them we can point out, like this particular person was healed, this particular person's life was extended. И они сами могут показать, этот человек был вылечен вот этой праной, у этого человека жизнь продолжилась больше, чем предполагалось благодаря этой пране. Okay. So then by this time the reader might have understood. We talked about Nyasa Vidya. Yes, you said that this meditation on correspondences is called Nyasa Vidya. Yeah. Мы помним, что медитация на соответствиях называется Nyasa Vidya. Yeah, Nyasa Vidya. We were there. Okay? Yes. So the meditation of where one initiate meditates on the zodiacal signs, on the parts of his body. То есть медитация, в которой ученик медитирует на вот эти соответствие знаков зодиака с какими-то частями тела. It works as a sacrament. Работает как священное действие. In raising the body of the disciple to the highest level. Поднимая тело ученика на более высокий уровень. So up till that point of time, man believes that the body belongs to him.
И до этого момента, до момента групповой работы, человек думает, что его тело – это его собственность. So from that point of time onwards, he realizes that he is the guardian, steward of the property entrusted to him. Но с этого момента, с момента посвящения, он осознает, что он лишь управляющий веренной ему собственностью. So he believes that this body is a gift from the Almighty. Он начинает понимать, что это тело, это подарок, данный ему для работы. And because he believes that it is a gift and that it belongs to the God, he works for the master, for the guru. И потому что он уже осознает, что это лишь собственность, данная ему в управление, он начинает работать на своего гуру. So there is impersonal manifestation of love for everybody. The love radiates from such people. И от этих людей исходит любовь имперсональная, не направленная на кого-то одного, а как бы любовь ко всему человечеству. They are dedicated to the work of the master. И они посвящают себя работе мастера. So now we see so many schools. И сейчас у нас есть столько разных школ. So it is not possible for one person to have all the people across the globe as their followers or disciples. So that's why there are a lot of small groups and a lot of realized people across the globe. So that по всему миру очень много всяких школ, потому что не может один учитель вести всех. Есть много учителей, которые образуют эти школы. Okay? Да. All the stars in the sky, which are but so many solar systems in various stages of evolution, that's in bracket. All the stars in the sky. Все звезды на небе, which correspond with the zodiacal signs at this time, которые соответствуют знакам зодиака в наше время, will stimulate the parts of his body and their principles. Будут стимулировать сердца этих людей и их hearts of this body, parts of his body. Будут стимулировать части тела этого человека. Will stimulate parts of his body and their principles. И принципы этих частей. They work in unity. Они работают все в единстве. To cooperate with the effort of man. Сотрудничают с усилиями человека. And contribute to his success. И вносят вклад в его успех. So Venu must have given this example. When, supposing there is a very rich man and he Вену has a дал small, такой пример. Например, есть очень богатый человек. So and he has a very small child. Very rich man has a small child. И у него маленький ребенок. And let's say there is a servant for the rich man. Who is servant? If the rich man has a servant, he has child and has servant. Servant. И у этого богатого человека есть слуга. So when the child is very young, the servant will hold the boy and will guide him and handhold him and bring him up. И когда этот маленький ребенок, сын богатого человека, будет совсем маленьким, этот слуга, он будет его опекать, там, запрещать ему одно, позволять другое и прочее. So he will even scold him if needed. He will punish him if needed. The servant may punish the small boy if he is not behaving properly. Даже он может наказать его, если он как-то неправильно будет себя вести. But when the same small boy grows up and becomes the boss, но когда этот маленький ребенок вырастает и становится боссом, the servant will obey him now. Слуга будет только подчиняться ему, кланяться и говорить да-да-да. So similarly, the planets train the individual during the early days, and then they cooperate with him
when he is evolved to this level of initiation. Также исходом нашей эволюции, пока мы маленькие в нашей эволюции, нас могут там и опекать, и наказывать. А когда мы становимся старше, когда мы становимся уже совсем взрослыми, тогда нам будут только помогать, служить, и, в общем, они станут нашими слугами, все эти планеты из... Отдай мне, пожалуйста, тетрадку. They work in unity to cooperate with the effort of man and contribute to his success. Yes. They are his helpers in the cosmic work. Да, и так они работают в единстве, сотрудничая с усилиями человека, вносят вклад в его успех, и они его помощники в космической работе. То есть вот на этом уровне как раз наш... Thereby he gains mastery over the elements, and in his turn he cooperates with the higher forces. Этим он приобретает господство над элементами и сотрудничает, в свою очередь, с высшими силами. So the master at this stage begins to cooperate with the planetary logos and the planetary intelligences, and then he is working with them. One more time. He gains mastery over the elements. Итак, он приобретает господство над элементами. And in his turn, he cooperates with the higher forces. И в свою очередь сотрудничает с высшими силами. In sharing the burden of elevating his fellow beings. Разделяя их бремя по поднятию своих собратьев на этой планете. On his planet. На этой планете. So, it becomes inevitable. The person at the third initiation and beyond, we looked at it. All this is for the initiate in the third initiation. Это мы же помним, мы говорим о том, что все эти чудеса происходят тогда, когда мы получаем третье посвящение. He is able to identify the masters. Когда мы уже совсем освободились от своих желаний, там, эго, и уже просто служим этому человеку. He is able to identify the masters of wisdom. He is able to completely tune his mind to the soul light. И на этом уровне развития человек уже способен соединяться со светом души и с мастерами мудрости, сознанием своим. So thereafter, he cooperates with the higher forces. То есть сотрудничать с высшими силами. In sharing the burden of elevating his fellow beings on this planet. И они сотрудничают с высшими силами, разделяя их бремя по поднятию своих собратьев на более высокие уровни на этой планете. Only when he shares the burden of elevating his fellow beings, he is lifted upwards by И только делая masters. эту работу, помогая высшим силам, поднимать своих собратьев на более высокие уровни, только так он может сам подниматься на более высокие уровни. So if Master says, if you put your hand on somebody's shoulder and encourage them and help them, the Master will put his hand on your shoulder and help you and guide you. Мастер говорил, что только если вы кого-то возьмете на закорки для того, чтобы поднять повыше, только тогда мастер вас возьмет на закорки. So they develop that radiating love. So once the heart center opens, процесс открытия сердца и развития божественной любви. Once the heart center petals become active and they are Когда radiating, лепестки нашего сердечного центра становятся активными, the divine love radiates from such people. Тогда от этого человека этот человек начинает излучать божественную любовь. There is no emotion, there is true divine love. И эта любовь не имеет никакого отношения к эмоциям. Это именно божественная любовь, безусловная, безотносительная. So that is when they are given this role of elevating the fellow beings. That is when they are given that role of
elevating the fellow beings, lifting up the fellow beings. Таким образом, они получают свою роль в работе над поднятием людей на более высокий уровень. Okay? Yes. So we move on. What? So now Master is talking about few, in the next sentence onwards, he is talking about few very, very important stars. Дальше в этой книге, в этой главе идет речь, мастер говорит, начинает говорить о некоторых очень-очень важных звездах и созвездиях. Whose energy the individual can receive and elevate themselves? Чью энергию человек может получать для духовного развития. So among the stars and constellations that work in this plan, среди этих звезд и созвездий, работающих на этом плане. So what is the plan? The plan is to elevate all the beings and на give этом them. плане мы понимаем, что речь идет про, когда мы говорим про план, мы говорим о работе по поднятию уровня сознания у всех людей на планете, да? There is a special role for those stars. И здесь отведена особая роль таким звездам, that are more advanced than the sun of our solar system. Тем звездам, которые больше продвинулись, чем Солнце нашей Солнечной системы. So the 7 stars of the Great Bear. Это 7 звезд Большой Медведицы. And the 7 stars which form the cluster of Pleiades. И 7 звезд, образующие скопление Плеяды. So the Great Bear is the Saptarishi. Мы помним, что 7 звезд Большой Медведицы – это Саптариши, 7 мудрецов. So Рави пишет на английском «Большая медведица». then the next thing is Pleiades. А второе созвездие – Плеяды. Why after E? Может и так. So the individual can receive energy from the Great Bear and the Pleiades, the stars of the Pleiades. Итак, who is receiving energy? Cluster of Pleiades. No. P-L-E. Who is receiving energy? The individual, whoever is Итак, practicing through the человек, masters. да, человек, который начинает помогать мастерам, он начинает получать энергию от этих двух созвездий. От созвездия Большой Медведицы и от созвездия Плеяд. There is an I here. Okay. Yes. Now better. Okay? Yes. They are called the 7 mothers. The cluster of the Pleiades are called the 7 mothers who nourish the newborn Кластер Плеяд, Kumara. вот эти 7 звезд, они называются 7 матерями. Вы знаете же историю сына Шивы и Парвати, да? Кумара. Сканды. Kumara. Его воспитывали 7, да. Картикея. Kritikas, yes. Are called the 7 mothers who nourish the newborn Kumara, the celibate. Они их называют 7 матерями, которые кормят новорожденного Кумару. With their breast milk. Своим грудным молоком. So the milk is the light visible and the light invisible. Это аллегория света видимого и невидимого. То есть молоко, которым кормят Кумару, это свет видимый и невидимый. So what does this mean? This means Что это that значит? this means that
the moment an individual experiences the first touch of the soul light through the gaze of the master, это означает момент, когда человек получает в первый раз вот этот свет души милостью мастера. he is guided by these stars. В этот момент его направляют эти 7 звезд, 7 матерей. So he is newborn. He is a newborn where into the experience of the soul light. Да, вот этот новорожденный Кумар, это и есть этот ученик, потому что это момент его нового рождения. Он новорожденный. So the stars from this И Pleiades, эти звезды, плеяды, they они feed this newborn. кормят этого новорожденного. So that is the meaning of feed the newborn. It is clear. Молоко, которое есть свет видимый и невидимый. Then there is another big, very important constellation, that is the stars of the constellation called Zeta Pisces. Stars of the constellation called Zeta Pisces. Zeta Pisces. Zeta. What does it mean, Zeta? It's a name. Кто знает? Зиту и Гиту знаю. So Зета рыба. Zeta Pisces. Сейчас я не вижу. Я вижу только рыбы. Дзета рыба. Именно дзета рыба. Посмотри, пожалуйста, в интернете созвездие дзета рыбы. Zeta. There is no. It's a proper noun. Yeah, because constellation of Pisces, it is clear, but this Zeta is, наверное, не Zeta все-таки, а Zeta. So it's a proper noun. It does not have any meaning. It is a proper noun. It's a name like Sivapriya. Yeah, I understand. So Zeta Pisces. But to translate correctly, I have to know how Russians are calling this. It's a name. No. So Sivapriya. Zeta или Zeta? It is a name. Yes. It is clear that it is a name. So Pisces is a name. It could be here. Zeta Pisces is a name. Pisces is also a name. I understand. Okay. Дзета с буквой Д на русском называется дзета рыб. Созвездие дзета рыбы. Which form the two great fishes, the constellation of Zeta Pisces, which form the two great fishes. Которые образуют, это созвездие, которое образует две великие рыбы. Have much to do with his progress. Оно тоже имеет большое отношение к его к прогрессу этого ученика. So this is in the Pisces zodiac sign, and its energy we get through Neptune. Это созвездие находится вообще в созвездии рыб, и через него мы получаем энергию Нептуна. So Uranus and Neptune are planets which transmit lot of energy from the higher cosmic entity. Уран и Нептун — это две звезды, Mitra and Varuna. две планеты, которые передают, являются передатчиками энергии от более высоких звезд. So they conduct lot of higher initiations for the aspirants. И они проводят очень высокие посвящения для ищущих. So for example, Uranus is the ruler of Aries for all higher initiations. Например, Уран. Например, Уран,
он является тем, кто инициирует созвездие Овна, дает ему посвящение от более высоких звезд. So we'll come to that, but now let's come back to the sentence. Мы еще будем об этом говорить, но сейчас давайте вернемся к нашему тексту. So Neptune also governs lot of higher initiations. И Нептун, он тоже дает очень высокие посвящения. Through Pisces. He's working through Pisces. И они, вот эти Уран и Нептун, они как раз работают через вот этих, через созвездие рыб. It is very closely linked to the sign Pisces. Они очень близко связаны со знаком рыб тоже. So all the stars of the constellation Zeta Pisces, which form the two great fish, have much to do with his progress. Итак, фраза звучит: звезды, образующие двух великих рыб, именуемые дзета рыбы, также имеют большое отношение к его прогрессу. They are called the wise men. Они называются волхвами, who come to see the newborn babe, пришедшими увидеть новорожденного, who is the будущего future savior and redeemer of спасителя the world. мира и его искупителя. Future savior and redeemer of the world. Будущего спасителя мира и его искупителя. Но мы понимаем, да, о каких волхвах идет речь? For the same reason, the fish is called the renovator of the ageless wisdom. Видимо, поэтому как раз сегодня Наташа говорила, да, про то, что рыбы ассоциируются с Иисусом. Знак рыб есть во всех храмах. Вау! Даже в Казанском соборе. Надо будет посмотреть. Так. For the same reason, по той же причине, the fish is called рыба называется the renovator of the ageless wisdom. возобновителем вневременной мудрости. So, the fish god is one of the incarnations of Lord Vishnu. Fish what? Fish god. Fish god. Да. Рыба, мы же Матсия, yes. Мы же помним, одна из инкарнаций Вишну, это была рыба Матсия, да. Матсия, собственно, это и есть рыба на санскрите. So, there is a whole Puran which talks about Matsya Puran, which is Есть this целая large одна volume. отдельная Пурана, которая называется Матсия Пурана, и в которой рассказывается о его инкарнации. So, this potency of the fish of form of Lord Vishnu, it takes place right from the topmost supra-cosmic plane till the mundane plane. What else? What? So, the potency of the Lord acts in all the scales, all time scales. Потенция этой рыбы, она действует во всех измерениях, на всех уровнях. So от самого высокого до нашего земного плана. So whenever there is a dissolution and creation, каждый раз, когда у нас происходит творение, и каждый раз, когда у нас происходит растворение, it happens due to the potency of the fish god. Все это происходит именно из-за потенции вот этой инкарнации Вишну в виде рыбы. The Manu, Vaivasvata Manu, Vaivasvana Manu found a small fish. Found a small fish in his meditative tumbler that they carry, the saints carry. He found a small fish and he put it in that. So one day, yes. Vaivasvana Manu, it's our Manu. Yes? Manu, yes. Our Manu. Our Manu. Yeah. У нас сейчас какой-то там, я забыла, какой по номеру, Ману создал вот это наше человечество. Его зовут Вайвасвана. Это я точно помню. И вот у него был, если я правильно поняла, аквариум, в который он пустил рыбку. Но я могла понять неправильно. Сейчас расспрошу. Окей, Вайвасвана Ману, what he did? He found a fish, small fish in his... He wanted. Fish. He found a small fish.
Found. Found. Where? It appeared. It was there in his meditative thing. The Lord came there. Во время медитации к нему пришла маленькая рыбка. So then the fish. Он ее нашел. So the fish became bigger and bigger and И bigger. эта рыбка начала расти, расти, расти. So he took it from his small bowl. He put it in a bigger thing, then a bigger thing, and then a bigger thing. С маленького стаканчика он ее в горшок, потом больше, больше, больше пересаживал, потому что она все время росла. He had to put it into the ocean, so the waters. В конце концов пришлось ее выпустить в океан. So then there was a huge flood. И потом начался потоп, потому что она выросла еще, видимо. That marks the end of one cycle of the Manu. И это был это было окончание одного из цикла Ману. So then the fish god took the Prajapatis, the 9 Prajapatis in a boat. 9. И потом эта рыба, значит, она взяла 9 праджапати в лодку. In a boat, and then he saves them. So that's how the fish god. Спасла их. That is во время потопа. Из вод всемирного потопа. So that's how the fish god took the knowledge of one cycle of creation into the next cycle, because the Prajapatis went into the next cycle. И таким образом через этих 9 праджапати это начальники родов, мы же помним, да? So, благодаря этому все знание о мире было передано от одного цикла человеческого к другому циклу человеческому, потому что он их спас, и они несли это знание с одного цикла в другой. So, from the Manvantaras, from the scale of the Manus, и с уровня Ману, till our daily sleep. So, our sleep is also like a dissolution. С уровня вот этих вот смены Ману, смены человечеств, до уровня нашего ежедневного, еженошного, точнее, сна, потому что наш сон – это тоже растворение сознания. The information from the previous dissolving cycle to the next cycle is carried forward by this potency of the fish god. Окей. Значит, вот на всех этих уровнях, с самого огромного до самого мельчайшего, вот это вот знание от одного цикла к другому переносится благодаря рыбе. So, when our body dissolves at the time of death, and we go into the next body, когда наше тело растворяется во время нашей так называемой смерти, и мы получаем другое тело. It is this potency that works through Neptune. Эта потенция тоже работает, связывая одну инкарнацию с другой. Okay. Interesting. Yeah, Interesting. There is a whole Puranam that is dedicated to the Matsya Puran. That is maybe because of this, in the uterus of mom, we are passing this state of fish. We are also passing state of fish inside the uterus, no? No? No. Что-то он не знает, наверное. So, yeah, we will continue tomorrow. Vasudeva. Okay, thank you.